Дорогие друзья, человек испокон веков, издревле, со времен создания человечества, уделял большое внимание любви, сексуальности, половому влечению. Это один из самых сильных инстинктов человека. Не просто инстинкт размножения, но еще и инстинкт удовольствия. Но кроме того, что сексуальную энергию можно взять у своего партнера, эту энергию можно взять и от окружающей среды. И неважно, мужчина это или женщина, у каждого человека есть своя сексуальная энергия. Если вы заметили, вот говорят, люди с шармом, да, импозантные, люди харизматичные и так далее, это все относится к сексуальной энергии. Когда человек вот просто притягивает к себе взгляды, и неважно, это человек красивый там, и так далее. Как правило, вообще все известные любовники человечества, истории человечества были не такие уж прям красавцы, двухметровые качки. Совсем наоборот, они были очень невзрачные, лысенькие, маленькие и прочее, прочее. Но от них шла такая энергетика, из-за которой, просто шли все. Есть иногда встречается женщина очень красивая, но пустая. Вот смотришь на нее, да, вроде красавица, вот писанная просто, кукла. Но что-то вот в ней не хватает, чего-то нету. Что-то не притягивает она особо к себе взгляды, что-то она не очаровывает. Просто красиво и красиво полюбовались пару минут и пошли дальше. А есть, так, средней такой внешности женщина, но настолько в ней вот эта вот сексуальная энергетика сильна, что она притягивает взгляды. Она общается, и люди не просто смотрят на нее, потому что она умная, там, начитанная, еще потому что в ней есть что-то такое. Вы все, наверное, слышали много раз, да, дьявольски притягательный, чертовски красивый и прочее, прочее. Это все, выражения, не простые, не просто там выражение воздух. Это о чем-то говорит. Это говорит о том, что этот человек набирает себе вот эту сексуальную энергетику. И чем больше внимания в сторону женщины, почему женщина иногда говорит, вот я одеваюсь, просто выхожу, вот иду просто по улицам, иду в торговый центр, иду на рынок, вот на меня там девушка, какой ты красивый и так далее, но я прихожу домой, мне как-то хорошо, я себя чувствую красивой, там, интересной, я чувствую себя женщиной. Потому что каждые эти взгляды, вот эти восхищенные такие взгляды, эти резкие импульсы страсти и силы, оно наполняет нас как сосуд. Именно поэтому женщине нравится, когда на нее смотрят. Женщина любит быть ухоженной. Именно поэтому, когда женщина теряет фигуру, когда женщина теряет свою красоту чем-то, то есть что-то еще, она старается меньше выходить, потому что ей неприятно, что на нее не будут смотреть, как раньше. То есть она не набирает эту сексуальную энергетику. Мы не понимаем, почему нам нравится идти среди толпы, такой одетой, красивой, как королева. Мы думаем, что это просто такая эстетическое удовольствие. На самом деле это совсем иное. Это подсознательный, древний, подсознательный звериный инстинкт напирания силы, набирания энергетики в свою сторону. Так вот, хочу вам подарить, и мужчинам, и женщинам в том числе эта энергетика очень нужна, как набрать себе сексуальную энергетику от всех, выжимать всех, и наполнить себе вот этот сосуд энергетический, который вам нужен, да, свои запасы наполнить. Ведь мы все на самом деле ходячая энергия. У нас наши молекулы соединяются энергией, атомы соединены энергией. Мы сами энергия. Желание наша энергия, стремление энергии. Это все энергия, мировая энергия, точно так же, как сила энергия, точно так же, как и демоны энергия. И тот же самый Верховный Бог есть энергия космическая. Все есть энергия. Я говорила об энергообмене даже с мертвым миром, да, как это происходит.
Почему мы отдаем деньги, покупаем что-то? Потому что деньги – это энергия. Мы работаем, отдаем какую-то силу, нам за это платят деньги. Мы эту свою силу, которую растратили, отдаем взамен на что-то. Энергию свою, энергообмен происходит. Это космический закон. Так вот, если у человека в жизни не происходит энергообмен, если человеку неоткуда брать эту энергию, он начинает выжиматься. Он просто живет из последних сил, у него механизм жизненный работает из последних сил. Очень часто у женщин не хватает энергии и не удерживаются мужчины. У нее не хватает энергии, и как бы она не была там красавица, умница, начитанная, в коллективе ее начинает выжимать. И начинает у нее забирать последние капли силы. Да? Она приходит просто обезвоженная, просто уставшая и понимает, что ее как бы выпивают и так далее. Так вот, я хочу этим ритуалом вас научить, как брать энергию, сексуальную энергию со всех подряд для себя. И для этого не обязательно иметь какие-то сексуальные контакты с людьми. Нет. Достаточно, чтобы они на вас смотрели, восхищались, они отдавали по неволе вот эту силу, чтобы она отрывалась, эта энергия наполняла вас. Проведите этот ритуал сначала почаще, раз в 3 дня, а потом раз в неделю. Вы почувствуете, что вы настолько усиливаетесь, что настолько вот эти восхищенные взгляды, неважно, сколько вам лет, это не имеет никакого значения, вы будете забирать у них эту сексуальную энергию. Испокон веков делали такие ритуалы очарования, навести чары, навести красоту и прочее, солью и водой. Как ни странно, да, казалось бы, соль это не самая сладкая вещь, но почему-то вот именно притягательно делать свою энергию липкой и липучей и так далее делалось именно солью. Почему? Потому что здесь есть определенный секрет заговоров. Я как-то вам рассказывала о тайне заговора. Почему, на чем строится заговор? Так вот, соль – это самая необходимость для организма человека. У нас есть все элементы таблицы Менделеева, кроме соли. Мы добавляем соль в еду. Есть там травы, есть там, значит, эти овощи, есть там картошка, мясо, все что угодно. Но мы сверху добавляем соль, мы солим. Животным оставляют вот каменные вот эти куски соли, да, в лесу лесники оставляют, там есть специальные места. Животные приходят, начинают лизать эту соль. Коровы лижут соль, если вы видели. Соли нам не хватает. Соль – это основной как бы, элемент, который требует организм. Так вот, здесь есть определенная тайна. Насколько сильно нужна соль человеку и всем живым, настолько сильно, чтобы я нужна была всем, кто вокруг меня. Понимаете, в чем секрет? Именно поэтому проводимые солью определенные заговоры очень сильно работают. Например, там щепотка соли в воду и умывались перед тем, как идти, там, скажем, на ярмарку, куда-нибудь еще. И все красные девицы и молодцы смотрели на тебя, то есть любовались тобой. Потому что соль имеет определенную энергетику. Я потом расскажу и про соль, и про все остальное. А пока просто воспримите вот это все как подарок от меня, просто делайте и просто усиливайтесь. Через раз делайте. Не обязательно, чтобы это привело к сексуальным отношениям. Это не для того делается, чтобы у вас были сексуальные контакты. Это для того, чтобы вы забирали эту энергетику секса, которая она самая сильная и мощная, с людей на себя. Усиливались этим. А когда у человека сильная энергетика, то ему дается все. Ему хочется жить, у него есть здоровье, у него есть удачи и прочее, потому что у него есть энергия. Без энергии мы ноль, дорогие друзья. А самый легкий способ, который я сейчас вам дам, забрать энергию секса у людей. Щепотка соли чуть-чуть, потому что вам потом придется это выпить, чтобы вам не было противно. Вот чуть-чуть посолили, слегка. Берем это сюда, поближе. Да, кстати, красная ткань нужна вам будет. Красная, черная свеча. Если черную не найдете, найдите темную. Я еще раз вам повторю, вы можете это все провести без ничего. Однако, если вы хотите усилить, если вы хотите, чтобы у вас наверняка сработало, то делайте, как я вам рекомендую. Чем больше
уважение к силам, к духам и прочее, тем больше шансов на то, что у вас получится, как вы хотите. Начнем. Щепотка соли в воду и пошли дальше. Секунду. Я взываю к ярым богам, призываю их в помощь себе. Через соль земли, через воду святую, яростную страсть, очарование я к себе призываю. Всяк, кто посмотрит на мое лицо, страстью наполнится. А силой их страсти мой сосуд силы пополнится. Страстью гори всякий, на меня глядящий. Возжелай меня, мимо проходящий. Всяк меня желай, от страсти пылай, сохни по мне. Страстную силу, ярую силу, страсть от всякого соберу, с людей и себя усилю. Как попы молятся на икону, так народ старый млад, кто беден, аль богат, и дяк, и купец, и старик, и удалец, все по мне сохнут. Их страсть ярую урожаем соберу, все себе, как силу заберу. Этой силой усилюсь, как без соли не жить никому живому, так народу без меня не прожить. Соль нужна всему живому, и я всем нужна, всем важна, всеми любима. Ярые боги, благословите, соль с водой во мне, вся страсть людская ко мне, да сбудется, заклято. Ну, потом воду выпиваем. Не знаю, сейчас смогу ли все это выпить. Смогла. Чуть-чуть чувствуется соль, не сильно. Дело в том, что сейчас темно и немножко с трудом читается в темноте. Однако ошибки не совершает тот, кто ничего не делает, поэтому не обращайте внимания. Самое главное, что вы поняли, как это делать, а слова вам наберут, текст напечатают, и вы прекрасно поймете, как что это провести. Всем удачи, всех благ. Поделитесь потом результатами. Они, конечно, не заставят себя ждать, как всегда.